Привет! Перед просмотром сегодняшнего видео топ-5 самых опасных городов в Калифорнии, Сан-Франциско Бэй-Эри, я хочу вас предупредить, что вы увидите много безобразных, ветхих и вышедших из-под контроля мест, где уровень преступности просто ошеломляет. Нам совершенно случайным образом пришлось даже оказаться на месте преступления в этот день. И вы знаете, для меня этот день был переломным моментом. Когда весь мой изначально написанный сценарий был разорван и выброшен, мне понадобилось время для того, чтобы осмыслить увиденное, собрать больше данных, собрать больше статистики и информации и понять, как так получилось, что в одной из самых богатых стран и в одном из самых красивых штатов Калифорнии мы видим такую картину сегодня. Ребята, если бы 2 недели назад вы бы меня спросили: Марина, а что лично ты думаешь про проблемы бездомных на улицах? Я бы вам сказала, скорее всего, так, что, вы знаете, меня это не касается, скорее всего, это их выбор, они на тяжелых наркотиках. Я себя всегда хотела изолировать от этой проблемы. Я в домике, я ничего не вижу, и как будто все хорошо. Оказавшись дома в моей комфортной жизни, я поняла, что хочу изучить глубже этот вопрос. Я собрала для этого видео только объективные данные, используя такие ресурсы, как официальные отчеты ФБР и Федерального бюро статистики труда США. А также я изучила отчеты полицейских департаментов каждого города. Надеюсь, вы оцените проделанную мной работу, поставите лайк, подпишитесь на этот канал, а также, возможно, вы, как и я, под другим углом сможете посмотреть на эту проблему. На 5-м месте находится город Питтсбург. Город расположен всего в 40 милях от Сан-Франциско на Ист-Бэй, в так называемой восточной бухте залива Сан-Франциско. На 2021 год здесь проживают 76 544 человека. На 2019 год население города составляло 73 637 человек. Это один из немногих городов вокруг залива, где население увеличилось после 2020 года. К сожалению, и количество тяжелых преступлений увеличилось. В 2020 в Питтсбурге было совершено 477 тяжелых преступлений, из которых 4 убийства. В городе 11% людей проживают за чертой бедности. И если человек зарабатывает в год менее 13 590 долларов, то он находится за чертой бедности. Если же семья из 4 человек зарабатывает в год менее 27 750 долларов, то эта семья находится за чертой бедности. Если еще в других штатах США можно хоть как-то представить себе маломальское проживание на 2312 долларов на семью в месяц, где 2 взрослых и 2 ребенка, то в Сан-Франциско Бэй-Эри это практически нереально. И вся проблема кроется исключительно в отсутствии доступного жилья. Стоимость аренды самого дешевого апартамента с одной спальней, которую я смогла найти на Зиллу на октябрь 2022 года, это 1850 долларов. Представляете? А ведь еще нужно платить за электричество, газ, воду. И даже учитывая то, что в США можно совершенно бесплатно получать продукты и одежду, никто не отменял расходы на самые элементарные. Бензин, общественный транспорт. Как-то неудивительно, что в 2022 году мы наблюдаем такое космическое увеличение популяции бездомных под мостами и вдоль железнодорожных линий возле Питтсбурга. Только в 2022 было несколько пожаров возле Питтсбурга, которые начинались вот в таких кемпах бездомных. Давайте посмотрим, какой демографический состав населения в Питтсбурге. Здесь проживает 43,3% латиноамериканцев, 19,2% белых, 18,8% составляют азиаты и 13% афроамериканцы. На 4-м месте в списке самых опасных городов Калифорнии вокруг залива Сан-Франциско стоит прекрасный город Сан-Франциско. На 2019 год в городе проживало 886 007 человек. По официальной статистике на 2021 год в городе проживает меньше 815 201 человек. То есть получается, что уехали более 70 тысяч человек в связи с пандемией и возможностью работать удаленно. В городе почти 40% это белое население. Азиаты составляют 34% населения и чуть более 15% латиноамериканцы. 10,1% населения проживают за чертой бедности. Количество тяжелых преступлений в 2019 составило 5933, из которых 40 убийства. В 2020 году общее количество тяжелых преступлений снизилось до 4796, а вот количество убийств выросло до 48. На официальном сайте полицейского департамента
департамента города Сан-Франциско есть статистика за 2021 год. И эти цифры расстраивают еще больше, так как в 2021 году количество тяжелых преступлений выросло до 4965, из которых 56 преступлений – это убийства. Интересно, что в районе Тендерлойн, завоевавшем такую дурную славу, произошло самое большое количество тяжелых преступлений за 2021 год. К сожалению, пандемия отразилась на обществе США в целом. Уровень насильственных преступлений в Калифорнии увеличился на 6%, с 440 на 100 тысяч населения в 2020 году до 466 в 2021 году. Помимо роста преступности, значительно повысилась популяция бездомных на улицах Калифорнии. На третьем месте город, который находится всего в 30 минутах езды на пароме от Сан-Франциско. Город Валехо был основан как первая столица штата Калифорнии в 1850 году и назван в честь одного из выдающихся сыновей штата, мексиканского военного генерала Мариано Гвадалупе Валехо, на чьей земле была построена большая часть первоначального города. Значительный вклад в развитие города внес Джон Фрисби, женившийся на дочери Валехо. Он отвечал за помощь в создании городского правительства, поддерживал процветающий бизнес по доставке пшеницы и основал курорт Blue Rock Springs. Всего одну неделю в 1852 году Валехо был столицей Калифорнии. Через год он снова стал столицей, на этот раз на 1 месяц. В 1853 году правительство здесь открыло военно-морскую верфь. Военно-морская база Мэр-Айленд была основана в 1854 году как первая база ВМС США на Тихоокеанском побережье. База функционировала почти 150 лет, окончательно закрывшись в 1996 году. Историю Валехо следует рассматривать в контексте военно-морского флота. Наличие военно-морской базы сделало Валехо крупным центром экспорта зерна из США. Это был процветающий город в конце 19 и начале 20 века. Многие самые богатые люди Калифорнии строили здесь дома. The Vallejo Heritage District, район наследия Валехо, был одним из первых зарегистрированных на национальном уровне районов к западу от Миссисипи. Большинство домов в этом районе были построены между 1860 и 1890 годами и демонстрируют элегантный стиль, известный как викторианский стиль рабочего человека – Working Man's Victorian. Но что же мы видим в городе сегодня? С одной стороны, прекрасные викторианские дома, а с другой стороны, бедные лачуги. И все это буквально на одной улице. В Валехо на 2021 год проживает почти 125 тысяч человек, из которых 11,7% людей проживает за чертой бедности. С национальным разнообразием здесь все хорошо. В городе проживает 27,5% латиноамериканцев, 23,7% азиаты, 23% белые и почти 18% афроамериканцы. Вы можете себе представить, Валехо – это город, который объявил себя банкротом в 2008 году. В это время здесь проживало более 100 тысяч человек, и Валехо стал первым крупным городом в Калифорнии, объявившим о банкротстве. Согласно заявлению, подписанному главой города, у города было от 1000 до 5000 кредиторов, долги оценивались от $500 миллиарда до $1 миллиарда, а обязательства от 100 до 500 миллионов долларов. Основная финансовая трудность Валехо была связана с высокими расходами на сотрудников общественной безопасности, расходы на которые съедают 3/4 общего фонда города. Объявив себя банкротом, город сократил полицейских, оставив только допустимый минимум. К сожалению, в нашем рейтинге самых опасных городов Валехо занимает 3-е место не просто так. Здесь в 2020 году было совершено 1212 тяжелых преступлений, из которых 27 – это убийства. Мы приближаемся все ближе к лидеру в этом грустном рейтинге. И на втором месте у нас город Ричмонд. В 2019 году здесь проживало 110 988 человек. Интересно, что в 2021 население составило 115 639 человек. И за чертой бедности в городе проживают почти 14% жителей. Вы можете себе представить, что 14 человек из 100 в этом городе еле-еле сводят концы с концами. И это в такой богатой Калифорнии. В 2020 году здесь было совершено 1074 тяжелых преступления, из которых 20 – это убийства. В городе проживает более 44% латиноамериканцев, 18% белое население
17,4% афроамериканцы и почти 15% азиаты. Один из самых частых вопросов, который я получаю как риэлтор, это: Марина, объясни мне, почему в одном районе, в одном и том же городе стоимость, например, дома 500 тысяч, и в этом же городе, но в другом районе 1,5 миллиона. Также еще один частый вопрос, особенно от вновь прибывших иммигрантов: Марина, почему я должен снимать апартамент за 4 тысячи, когда точно такой же, например, в Ричмонде я могу снять за 1500? Здесь только один совет. Вы должны все увидеть своими глазами. Я могу сказать 100 раз, но вам нужно самим сесть в свою машину, доехать до этого адреса, припарковать машину, выйти из машины и прогуляться по этому району в любое время, утром, днем и вечером. И если вам всегда здесь комфортно, супер, остаетесь, и это ваше место. Но если вы чувствуете себя здесь некомфортно, то садитесь в машину и едете изучать другие районы. Вот мы и добрались до лидера нашего рейтинга топ-5 самых опасных городов в Калифорнии. На первом месте стоит Окленд. Мы с вами сейчас находимся в западной части города на Вуд-стрит, всего в 10 минутах езды от богатого Пидмонт, где живут мультимиллионеры. Вот так 10 минут езды на машине и две параллельные реальности, очень ярко демонстрирующие неравенство в этом мире. Очень странное чувство, когда тебе хочется срочно развидеть увиденное. Становится больно и мурашки по коже. Как так вышло, что один из самых наикрасивейших городов Калифорнии с такой феноменальной архитектурой и сказочным климатом превратился в ад на земле? Из всех мест, где я когда-либо была, Окленд производит впечатление самого вышедшего из-под контроля города. Это очень замусоренное и опасное место, где создается впечатление, что здесь законы не соблюдаются, а преступность просто ошеломляет. По статистике, на 2021 год в Окленде проживает 433 823 жителя, из которых 14,6% находятся за чертой бедности. Преступность в городе растет, и если на 2019 год количество тяжелых преступлений было 5520, из них 78 – это убийства, в 2020 это уже 5653 тяжелых преступления, из которых 102 – это убийства. А в 2021 году количество тяжелых преступлений перевалило отметку в 6000 и составило 6092 тяжелых преступления, из которых 120 – это убийства. В пятницу, 14 октября 2022 года, я целый день ездила по Окленду, чтобы посмотреть и убедиться на своем опыте, каково это жить в Окленде сегодня. И я не помню, чтобы я увидела какую-либо часть этого города, которая была бы гостеприимной, абсолютно безопасной или хотя бы чистой. За последние 5 лет стоимость аренды или владения домом выталкивает на улицы еще больше людей. Это просто ужасно, но на улицах Окленда, по официальным данным, в 2022 году проживает 5055 человек. Эта цифра драматически увеличилась с 2761 человека без крыши над головой в 2017 году. Вы знаете, если бы вы меня спросили 2 недели назад, что я думаю по поводу такого количества бездомных на улицах, мой ответ был бы однозначный. Это их выбор, и они на тяжелых наркотиках. Но изучив официальные данные, перелопатив кучу отчетов, я была крайне расстроена, что по статистике 25% бездомных имеют серьезные психические заболевания, такие как шизофрения, а 45% имеют другие, но менее серьезные психические заболевания, которые в официальных отчетах названы Any Mental Illness. А вы знаете, какое пособие в Калифорнии для человека с психическим заболеванием? Так называемый Supplemental Security Income в 2022 году составляет всего $1040 на человека. А если вдруг семья из 2 человек подает на такое пособие, то им платят еще меньше – $1765 на двоих. Как на эти деньги люди могут жить в Кремниевой долине, в Сан-Франциско или в Окленде, да в любом из городов вокруг залива Сан-Франциско? За эти деньги невозможно абсолютно ничего снять. И оказывается, по статистике, только четверть бездомных, оказавшись на улице, уже употребляли наркотики, а многих на наркотики подсадили уже во время их бездомности. Но самая главная и первая причина – это все-таки отсутствие доступного жилья для самой незащищенной категории людей. Это очень грустно и страшно, ведь многие люди оказались на улице в силу страшных событий в их жизни, и они просто не могут встать на ноги без посторонней помощи. Пожалуйста, запомните одно главное правило, что в каждом городе есть разные районы, есть хорошие районы, есть районы, которые попроще, где живут более бедные люди, и жилье там более доступное. И, к сожалению, везде, где очень низкий уровень жизни, преступность, как правило,
все-таки она немножко выше, чем в более благополучных местах. Но даже в этих городах, которые мы сегодня вам показали, всегда вы можете найти красивые районы, в которых можно и нужно жить, и там абсолютно безопасно. Никогда, услышав такую вот статистику, нельзя ставить крест на городе. Нужно изучить вопрос самим и посмотреть, а где же хороший район, классный район, где безопасно. И вы знаете, еще такой момент, что в этих районах жилье будет стоить дешевле, чем в соседнем городе, который будет более дорогой, более весь в целом благополучный. Но если вы найдете вот такой вот hidden gem, такое тайное место, то там вы будете очень даже счастливы. Ребята, я очень люблю Калифорнию. Я считаю именно Калифорнию самым красивым штатом в Америке, а Кремниевую долину и вообще все города вокруг залива Сан-Франциско самыми перспективными для нас, для иммигрантов. И я очень надеюсь, что проблеме бездомности, социального неравенства, наркотикам на улицах будет уделено больше внимания, и эти проблемы все будут решены, и все мы будем жить счастливой жизнью, нам всем благополучия, счастья, и никому никогда не столкнуться со всем тем, что мы сегодня увидели на улицах этих городов. Пока, до новых встреч!